На протяжении истории археологи сталкивались с находками, которые ставили под сомнение все, что мы знали о древних цивилизациях. Одна из таких находок была обнаружена в 1970-х годах в Перу. Это были загадочные артефакты, известные как столбы Саксайуамана. Эти огромные каменные блоки, весом до 20 тонн каждый, были идеально подогнаны друг к другу без использования раствора. Ученые до сих пор не могут объяснить, как древние инки смогли построить такую сложную конструкцию. По всей видимости, эти колонны служили не только в качестве стен, но и имели астрономическое значение, возможно, в качестве наблюдательных пунктов. Другая невероятная находка была сделана в 2015 году в Тибете, где археологи наткнулись на шары из металла, которые были полностью гладкими и идеальными по форме. Эти шары весили более 100 фунтов и были изготовлены из неизвестного сплава металлов. Их назначение остается загадкой. Некоторые предполагают, что они могли использоваться для специфических ритуалов или даже для научных экспериментов, но ни одна версия не получила подтверждения. Среди находок также стоит упомянуть о так называемых золотых шлемах из Перу, которые были найдены в гробницах древних правителей. Эти шлемы, украшенные сложными узорами и инкрустированные драгоценными камнями, поражают своей красотой и мастерством. Однако их функция остается неясной. Некоторые ученые предполагают, что они использовались в ритуалах, в то время как другие считают, что они могли служить защитой в бою. Но никто не может точно сказать, как эти артефакты использовались. В 1920-х годах в Египте была найдена мумия с необычными предметами, которые не соответствовали тому времени. Эти артефакты включали в себя странные инструменты, которые могли использоваться для медицинских или астрономических целей. Один из них напоминал современный скальпель, но был выполнен из неизвестного материала, который не поддавался анализу. Мумия, к которой принадлежали эти предметы, содержала много тайн, и ее изучение привело к еще большему количеству вопросов. Не менее удивительной является находка в Китае, где археологи обнаружили нечто, что похоже на диск с загадочными символами. Этот диск из камня был найден в древнем захоронении и покрыт рисунками, которые не соответствуют ни одной известной письменности. Ученые пытаются расшифровать его, но пока безуспешно. Возникает вопрос, действительно ли это было произведение древней культуры, или же это нечто более таинственное, оставшееся от ранних цивилизаций. Невообразимые артефакты древности продолжают удивлять нас и ставить перед нами новые загадки. Каждый из них — это не просто находка, а окно в мир, который мы до сих пор не можем полностью понять. Это только начало нашей увлекательной экскурсии в мир необъяснимых находок, которые будоражат воображение и вызывают интерес к нашему прошлому. Следующий шаг приведет нас к еще более интригующим и загадочным находкам, которые ученые до сих пор не могут объяснить. Одна из самых загадочных находок археологов — это скрижали, которые, казалось бы, пишут сами себя. В 1987 году в Месопотамии, во время раскопок, проводимых на старинном поселении, археологи наткнулись на необычные глиняные таблички. Эти артефакты отличались от классических клинописных надписей тем, что они, кажется, имели способность к самовосстановлению. Ученые, изучая их, заметили, что на поверхности табличек появлялись новые символы и знаки, которые не могли быть добавлены вручную. Обнаружив эту аномалию, исследователи стали предполагать, что эти таблички каким-то образом связаны с древними ритуалами или технологиями, которые были потеряны на протяжении веков. Согласно одной из теорий, они могли служить для записи информации, связанной с астрономией или предсказанием событий, используя уникальный механизм, который сам по себе активировал бы процесс записи. Но какой именно механизм мог быть использован, до сих пор остается загадкой. Другая находка была сделана в 2001 году в Иране, где археологи нашли серию металлических пластин, покрытых непонятными символами. Эти пластинки были необычайно прочными и, как выяснили исследователи, на них тоже происходили некие изменения. Некоторые из них, по словам ученых, испускали слабое свечение при определенном угле освещения, что еще больше усугубляло загадку их происхождения. Обсуждали, что эти пластины могли быть использованы в качестве инструментов для связи или даже для передачи информации на расстоянии. Но как это могло быть реализовано в древности, остается неразрешимой загадкой. Перемещаясь в Европу, нельзя не упомянуть о находке, сделанной в 2015 году в Фракии. Здесь археологи обнаружили таблички с надписями, которые также менялись со временем. Надписи на этих табличках, по всей видимости, трансформировались в зависимости от времени суток. Ученые пытались выяснить, что могло стать причиной таких изменений, и пришли к выводу, что это может быть связано с некими природными явлениями, которые невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Учитывая все эти удивительные находки, становится очевидно, что скрижали, которые пишут сами себя, представляют собой нечто большее, чем просто древние артефакты. Они могут быть связаны с технологиями, о которых мы даже не подозреваем. Все это заставляет нас задавать вопросы о том, каким образом древние цивилизации могли обладать такими знаниями и умениями. Каждая новая находка порождает еще больше вопросов, подчеркивая, что наше понимание прошлого остается ограниченным.
Загадочные скрижали и их аномальные свойства подводят нас к еще более удивительным артефактам, которые продолжают вызывать недоумение у ученых. В следующей главе мы познакомимся с мумиями, которые несут в себе потерянные технологии, оставшиеся от давно исчезнувших цивилизаций. Обнаруженные мумии с потерянными технологиями продолжают удивлять археологов и ученых по всему миру. В 2007 году в Перу была найдена мумия, которая произвела настоящий фурор. Исследователи наткнулись на захоронение, где помимо самой мумии находились странные артефакты, которые не соответствовали ни одному известному периоду истории. Среди этих находок были тонкие металлические инструменты, выглядящие так, будто они были созданы с использованием технологий, недоступных древним цивилизациям. Ученые, изучавшие эту мумию, обнаружили, что некоторые инструменты походили на современные хирургические приборы, но они были изготовлены из неизвестного сплава. Этот материал не поддавался анализу, и его свойства озадачили экспертов. Вокруг находки начала распространяться теория о том, что древние цивилизации, возможно, обладали медицинскими знаниями, которые были утеряны со временем. Кто знал, что в так называемом доингском периоде могли существовать технологии, которые опередили свое время? Следующая шокирующая находка была сделана в 4821 году в Аляске. Археологи откопали несколько мумий, которые были обернуты в странные ткани, пропитанные неизвестным веществом. При изучении этих мумий ученые обнаружили, что они были в удивительно хорошем состоянии, что ставило под сомнение представление о том, как долго человеческие тела могут сохраняться. Эти ткани, которые окружали мумии, также содержали свойства, которые не были зарегистрированы ранее и вызывали интерес у химиков. Возможно, древние народы использовали какие-то уникальные химические составы, чтобы сохранить своих мертвецов. Еще одной находкой стала мумия из Египта, которая была обнаружена в 2012 году. Эта мумия имела странные механизмы, встроенные в ее обрамление. Ученые обнаружили, что в гробнице были установлены устройства, которые, по их мнению, могли служить в качестве источников света или даже систем для контроля температуры. Этот артефакт дает представление о том, что древние египтяне могли иметь технологии, которые значительно превосходили их время. В 2015 году в Турции археологи нашли мумии с татуировками, которые были нанесены с использованием неизвестного красителя. Эти татуировки содержали сложные узоры, и некоторые из них, по всей видимости, имели ритуальное значение. Однако, что привлекло внимание ученых, так это тот факт, что татуировки не выцветали с течением времени, что также наводит на мысль о высоких технологиях, использованных для их нанесения. Путешествуя по миру, нельзя не упомянуть о мумиях из Чили, найденных в 2016 году. Эти мумифицированные останки были окружены странными артефактами, напоминающими устройства для записи информации. Некоторые из находок имели форму дисков с нанесенными на них знаками, которые не поддаются расшифровке. Ученые предполагают, что эти устройства могли быть использованы для хранения информации, но каким образом древние обитатели могли создать такие сложные технологии, остается загадкой. Каждая новая находка подчеркивает, что древние цивилизации обладали знаниями и технологиями, которые до сих пор остаются неразгаданными. Эти мумии с потерянными технологиями открывают перед нами новые горизонты, заставляя задуматься о том, сколько еще тайн скрыто в недрах нашей планеты. В следующей главе мы познакомимся с загадочными каменными структурами, которые поразили ученых своим величием и функциональностью. Загадочные каменные структуры, которые были обнаружены в различных уголках мира, продолжают оставлять ученых в недоумении. Одним из самых известных примеров является Стоунхендж в Англии. Это мегалитическое сооружение, состоящее из огромных каменных блоков, расположенных в виде круговой формации, было построено более 4000 лет назад. Несмотря на множество исследований, точное назначение Стоунхенджа остается неизвестным. Некоторые ученые предполагают, что он мог служить в качестве астрономической обсерватории, в то время как другие считают, что это был ритуальный центр для древних кельтов. В 31 году 21 века в перуанских Андах была обнаружена другая загадочная структура, известная как каменные врата. Эти гигантские каменные блоки весом до 30 тонн были идеально сконструированы и образовывали ворота, ведущие в неизвестные области. Ученые теряются в догадках о том, как древние инки смогли перемещать и устанавливать такие тяжелые конструкции без использования современной технологии. Некоторые исследователи предполагают, что эти врата могли быть частью священных мест для поклонения или же служили дороже, ведущей к сакральным локациям. Не менее интригующей является находка в Мексике, где археологи обнаружили Теотиуакан, древний город с огромными пирамидальными структурами. Эти пирамиды, такие как пирамида Солнца и пирамида Луны, строились около 2000 лет назад. Конструкция этих пирамид была настолько совершенной, что она могла выдержать землетрясение, и на данный момент остается загадкой, как древние строители смогли достичь такой точности и стабильности. Особое внимание привлекает расположение пирамид, которое соответствует астрономическим явлениям, что может указывать на их использование для ритуалов, связанных с космосом. В 2019 году в Индии была обнаружена древняя каменная структура, известная как Калинга.
Эта структура представляет собой массивный комплекс, состоящий из множества залов и коридоров, вырезанных в скалах. Ученые предполагают, что это могло быть место для проведения ритуалов или собраний. Однако, несмотря на обилие артефактов, найденных рядом, многие аспекты этого места остаются неясными, и его назначение продолжает вызывать споры среди историков. Также стоит упомянуть о секретных камнях в Японии, которые представляют собой круги из тщательно отшлифованных камней. Эти круги, найденные на острове Окинава, по всей видимости, были частью ритуалов, связанных с поклонением предкам. Тем не менее, их функциональность и причины создания до сих пор остаются загадкой. Некоторые исследователи полагают, что эти конструкции могли служить в качестве календаря, а другие считают, что они могли использоваться для астрономических наблюдений. Каждая из этих загадочных каменных структур не только вызывает восхищение, но и ставит перед нами множество вопросов. Как древние народы построили такие сложные и массивные сооружения? Какие технологии и знания у них были, чтобы создавать такие артефакты? За каждым камнем скрываются тайны, которые до сих пор не нашли своего объяснения. Остается лишь догадываться, что же на самом деле стояло за их созданием и каким образом они могли повлиять на цивилизации того времени. Эти загадочные находки подводят нас к другим захватывающим открытиям, среди которых находятся древние карты, показывающие неизведанные земли. Необычные находки древних карт, показывающих неизведанные земли, продолжают вызывать интерес у исследователей и историков. Одним из самых интригующих примеров является так называемая карта Пири Рейса, обнаруженная в 1015 году в Турции. Эта карта, созданная в 1501 году, изображает побережье Южной Америки и Антарктиды, хотя на момент ее создания эти земли были неизвестны европейцам. Что более удивительно, карта содержит детальные контуры, которые в значительной степени соответствуют современным географическим данным. Ученые до сих пор не могут объяснить, как османский адмирал Пири Рейс смог получить такие точные сведения о континентах, которые были закрыты для европейцев. Следующей удивительной находкой стала карта Меркатора, созданная в 1522 году. Эта карта, являющаяся одной из первых, представляла мир в проекции, которая максимально точно передавала размеры и формы земельных масс. Однако среди картографов существует множество вопросов относительно источников информации, использованных для ее создания. Некоторые исследователи предполагают, что в ней могли быть использованы древние морские навигационные карты, о которых ничего не известно. Это открытие подчеркивает, что знание о мире было более обширным, чем мы привыкли думать. Также не стоит забывать о картах древних индейцев, найденных в Северной Америке. В 2014 году в штате Аризона археологи обнаружили набор каменных плит, на которых были выгравированы знаки, имитирующие карты. Эти изображения показывают не только географические элементы, но и возможные маршруты миграции племен, которые когда-то населяли эти территории. Интересно, что многие из этих маршрутов совпадают с современными дорожными картами, что еще раз подтверждает, что знание о местности у древних людей было намного более развитым. В 2015 году в Китае была обнаружена древняя карта, показывающая маршруты, которые, по мнению ученых, могли использоваться для морских путешествий. Эта карта, созданная более 2000 лет назад, удивляет детализацией и точностью. На ней изображены не только китайские побережья, но и земли других стран, которые в то время были практически неизведанными для Китая. Ученые предполагают, что эта карта могла быть частью более обширной системы навигации, использовавшейся для торговли или экспедиций. Еще одна интересная находка была сделана в 2006 году в Индии. Археологи нашли набор старинных карт, которые, по всей видимости, показывали не только земли, но и небесные тела. На этих картах были изображены звезды и созвездия, что говорит о том, что древние индийцы обладали глубокими знаниями астрономии. Эти карты могут дать представление о том, как древние цивилизации использовали звездное небо для навигации на море и для понимания времени года. Каждая из этих древних карт открывает новые горизонты для понимания истории и географии. Они свидетельствуют о том, что древние цивилизации могли иметь более сложные системы знаний и технологий, чем мы думали ранее. Каждая находка подтверждает, что наше понимание истории остается неполным, и с каждым новым открытием мы приближаемся к разгадке многих тайн прошлого. Следующий шаг в нашем исследовании приведет нас к необъяснимым надписям на металлических предметах, которые продолжают ставить ученых в тупик. Необъяснимые надписи на металлических предметах, найденные археологами, продолжают ставить ученых в тупик. Одним из самых интригующих примеров является находка, сделанная в 1983 году в Китае. Археологи обнаружили металлические пластины с загадочными символами, которые, по мнению экспертов, могут представлять собой нечто большее, чем просто надписи. Эти пластины были покрыты непонятной коррозией, но, несмотря на это, знаки на них остались четкими. Ученые предположили, что эти символы могут быть связаны с древними ритуалами или даже с технологиями, которые были утеряны с течением времени.
В 2003 году в Египте была найдена еще одна удивительная находка. Металлическая пластина с надписями, которые, как выяснили исследователи, имели свойство изменяться в зависимости от угла света. При определенных условиях надписи становились видимыми, а в других исчезали. Это свойство поставило ученых в тупик, каким образом древние цивилизации могли создать подобный эффект. Некоторые исследователи выдвинули теорию о том, что это может быть связано с использованием определенных минералов или технологий, которые были потеряны. Не менее загадочной находкой стало открытие, сделанное в 2015 году в Мексике. Здесь археологи обнаружили металлические предметы, на которых были выгравированы сложные символы и изображения. Эти артефакты были найдены рядом с древними пирамидальными структурами и, по мнению ученых, могут указывать на наличие развитой системы письменности, о которой нам пока ничего не известно. Надписи на этих предметах не соотносятся с известными цивилизациями, что делает их еще более загадочными. Следующая нарочито интересная находка была сделана в 2006 году в Турции, где археологи нашли металлические пластины с изображениями, которые, по всей видимости, могли быть использованы как карта небесных тел. Эти символы показывали расположение звезд и планет и, возможно, использовались для астрономических наблюдений. По мнению ученых, это может указывать на то, что древние цивилизации обладали глубокими знаниями астрономии и могли использовать их в своих ритуалах. В 2007 году в Иране была обнаружена металлическая рука с выгравированными буквами. Этот артефакт был найден в древнем захоронении, и, как выяснили исследователи, его форма и структура указывают на то, что он использовался для ритуалов. Надписи на руке остаются неразгаданными, и ученые до сих пор ломают голову над их значением и назначением. Загадочные металлические предметы и надписи на них подчеркивают, что древние цивилизации обладали знаниями и технологиями, которые до сих пор остаются неразгаданными. Каждая из этих находок ставит перед нами новые вопросы о том, как развивались древние культуры и какие тайны они оставили после себя. Эти артефакты открывают перед нами новые горизонты и заставляют задуматься о том, что еще может быть найдено в недрах нашей планеты. В следующей главе мы погрузимся в исследования космических артефактов из далекого прошлого, которые продолжают будоражить умы ученых и любителей тайн. В мире археологии существуют находки, которые вызывают не только удивление, но и настоящую сенсацию. Одной из таких находок стали космические артефакты, обнаруженные в различных уголках планеты. В 2006 году в Иране археологи нашли странные металлические объекты, которые, как позже выяснили, могли иметь внеземное происхождение. Эти артефакты были уникальны благодаря своей форме и материалу, а их анализ показал, что в них содержатся элементы, отсутствующие на Земле. И исследователи поставили под сомнение, могли ли эти предметы быть созданы древними цивилизациями или же они являются результатом контакта с инопланетными существами. В 2008 году в Египте была найдена группа мелких артефактов, которые визуально напоминали компоненты современного электрооборудования. Находка была сделана в гробнице, где археологи ожидали найти традиционные мумии и предметы обихода. Вместо этого они наткнулись на детали, которые могли быть частью сложной системы, возможно, устройства, использовавшегося для астрономических наблюдений. Эти неординарные находки указывают на то, что древние египтяне могли обладать знаниями о космосе, которые были утеряны с течением времени. В 2009 году в Турции археологи обнаружили артефакт, который поразил ученых своим дизайном. Это был округлый диск с загадочными символами, покрытый коррозией. При анализе этого предмета было установлено, что он выполнен из сплава, который не может быть найден на Земле. Диск стал объектом внимания научного сообщества, и ученые начали выдвигать предположения о его возможном происхождении. Некоторые исследователи даже предположили, что диск мог быть частью навигационной системы, используемой инопланетянами. Тем временем в 2010 года в Мексике была обнаружена настоящая сенсация – артефакт, названный космическим камнем. Этот камень имел уникальные свойства, которые вызывали необычное магнитное поле. Археологи, проводившие раскопки, отметили, что в радиусе нескольких метров от камня наблюдались странные изменения в магнитном поле, что привлекло внимание физиков и инженеров. Некоторые из них начали исследовать возможность использования этого камня для создания новых технологий. Следующей неожиданной находкой стали артефакты, найденные в Индии в 2012 году. Среди них были металлические предметы, покрытые невиданными символами, которые, как оказалось, имели астрономическое значение. Ученые пришли к выводу, что эти артефакты могли использоваться для навигации и отслеживания небесных тел. Анализ показал, что предметы были сделаны из сплавов, которых не существовало в древних индийских культурах, что вызвало новые вопросы о возможных контактах с другими цивилизациями. Каждая из этих находок открывает новый взгляд на древние цивилизации и заставляет нас задуматься о том, что еще может быть скрыто в недрах нашей планеты. Космические артефакты из далекого прошлого подчеркивают, что некоторые из наших представлений о древних культурах могут оказаться ошибочными. Эти удивительные находки подводят нас к следующему захватывающему этапу в нашем исследовании – тайнам, скрытым в гробницах фараонов.
В гробницах фараонов скрыто множество тайн, которые до сих пор будоражат умы археологов. В 1930 году в ходе раскопок в долине царей была обнаружена гробница Тутанхамона. Этот артефакт сразу привлек внимание ученых благодаря своим сокровищам и, что более важно, паттернам, найденным в захоронении. Уникальные золотые предметы и мумия фараона были окружены множеством странных артефактов, которые не имели аналогов в других гробницах. Это открытие создало целую волну исследований, выявляющих не только богатство, но и технологии, которые использовались в Древнем Египте. В 2015 году в Египте была раскрыта гробница, которая принадлежала менее известному фараону. Внутри находились странные механизмы, которые, как позже выяснили, могли выполнять сложные функции. Одним из таких устройств был уникальный водяной механизм, используемый для орошения или, возможно, для ритуалов. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, как именно египтяне могли создать такие устройства и какие технологии были у них в распоряжении. Не менее удивительным стало открытие в 1990-х годах, когда археологи нашли гробницу, в которой находились сотни маленьких статуэток, выполненных из различных материалов, включая золото и лазурит. Эти статуэтки изображали богов и божеств, но что поразило исследователей, так это то, что каждая из них имела свойство отражать свет, создавая эффект, напоминающий фосфоресценцию. Ученые начали изучать, каким образом древние строители могли добиться этого эффекта и для чего он использовался. В 2003 году в ходе раскопок в Луксоре была найдена еще одна гробница, в которой обнаружили остатки древних масел и веществ, используемых для бальзамирования. Однако среди этих находок были и неожиданные артефакты, куски прозрачного стекла, которые не имели аналогов в других гробницах. Ученые пришли к выводу, что этот материал мог быть использован для создания зеркал или других предметов, но каким образом он был произведен и использован, остается загадкой. Также стоит упомянуть о необычных текстах, найденных на стенах гробниц, которые были выполнены с использованием неизвестной технологии. Эти надписи, как оказалось, изменялись в зависимости от угла света и времени суток. Ученые смогли зафиксировать, что текст, который был виден в одно время, исчезал в другое. Это открытие поставило под сомнение традиционные представления о египетской письменности и ее использовании в ритуалах и захоронениях. В 2006 году в Египте были обнаружены артефакты, которые, по всей видимости, являлись частями системы освещения, использовавшейся в гробницах. Ученые нашли остатки керамических светильников, которые, как они предполагают, могли освещать внутренние помещения гробниц, создавая некую атмосферу. Но каким образом древние египтяне могли создать такую технологию и какие источники света использовались, это остается неразгаданной загадкой. Каждая новая находка в гробницах фараонов открывает новые горизонты для понимания древнеегипетской культуры. Каждая из них подтверждает, что древние египтяне обладали уникальными знаниями и технологиями, которые до сих пор изучаются и анализируются. Тайны, скрытые в этих гробницах, подводят нас к последним захватывающим открытиям, которые изменяют наше представление о древних цивилизациях и их достижениях. Следующий шаг в нашем исследовании приведет нас к необычным инструментам и их предназначению, которые также хранят множество загадок. Необычные инструменты, найденные археологами, представляют собой настоящую загадку, ведь их предназначение нередко остается неопределенным. В разные времена исследователи находили артефакты, которые, казалось бы, опередили свое время. Одной из самых впечатляющих находок стали инструменты, обнаруженные в 2002 году в Перу, где археологи наткнулись на коллекцию металлических предметов, которые напоминали современное хирургическое оборудование. Эти инструменты были выполнены из неизвестного сплава, который не поддавался анализу, и их форма свидетельствовала о высокой степени точности и мастерства. Ученые, изучавшие эти находки, пришли к выводу, что, возможно, древние цивилизации обладали медицинскими знаниями, которые были утеряны с течением времени. Не менее интересной оказалась находка, сделанная в 2015 году в Египте. Археологи обнаружили набор странных инструментов, которые, по всей видимости, использовались в ритуалах. Среди них были предметы с необычной формой, напоминающие обрезанные орудия труда. Однако никто не мог объяснить, для чего они могли использоваться. Некоторые исследователи предполагают, что это могли быть инструменты для проведения сложных обрядов, связанных с поклонением богам или предкам. В 2007 году в Китае археологи нашли артефакт, который стал настоящей сенсацией. Это был музыкальный инструмент, выполненный из металла и покрытый загадочными символами. Ученые, изучавшие его, отмечали, что материал, из которого был изготовлен инструмент, обладал уникальными свойствами звукового резонирования. Специалисты не исключают, что этот инструмент использовался для создания звуковых произведений, которые имели ритуальное значение. Но как именно он использовался и какие знания были у древних музыкантов, остается загадкой. В 2010 году в Индии была обнаружена группа инструментов, которые могли иметь астрономическое назначение.
Эти предметы были найдены вблизи древнего обсерватория и, по предположениям ученых, могли служить для наблюдения за звездами и планетами. Инструменты имели сложную конструкцию и были сделаны с невероятной точностью. Исследования показали, что их использование могло позволить древним астрономам предсказывать астрономические события с высокой степенью точности. Не менее удивительной стала находка в 2009 году в Мексике, где археологи обнаружили инструменты, которые, как оказалось, использовались для создания сложных узоров на камнях. Эти артефакты имели уникальную форму и тяжесть, что указывает на то, что их создание требовало значительных усилий. Ученые предполагают, что такие инструменты могли использоваться для изготовления ритуальных предметов или даже для создания картин на стенах пещер. Каждая новая находка подтверждает, что древние цивилизации обладали знаниями и технологиями, которые до сих пор ставят под сомнение наше понимание истории. Эти необычные инструменты и их предназначение открывают перед нами новые горизонты, заставляя задуматься о том, какие еще сюрпризы могут скрываться в недрах нашей планеты. Следующий шаг в нашем исследовании перенесет нас к любопытным находкам, которые меняют наше представление о древних цивилизациях. На протяжении истории археологии находки, которые кажутся необычными и даже странными, продолжают удивлять и шокировать исследователей. Среди них есть предметы, способные кардинально изменить наше представление о древних цивилизациях. В 2015 году в Перу была найдена необычная коллекция артефактов, состоящая из предметов, которые, по мнению ученых, могли использоваться для ритуалов. Некоторые из них напоминали музыкальные инструменты, другие — инструменты для обработки материалов, но их точное назначение осталось неясным. Во время раскопок в Иране, проведенных в 2018 году, были обнаружены странные предметы, которые, казалось, имели отношение к астрономии. Эти артефакты были изготовлены из неизвестных сплавов и имели сложные механические элементы. Исследователи предполагают, что они могли использоваться для наблюдения за небесными телами, однако ни одна теория не получила окончательного подтверждения. Доказательства их назначения остаются на уровне догадок. Не менее удивительной находкой стали артефакты, найденные в 3030 году в Египте. В одной из гробниц археологи обнаружили набор инструментов, которые были сделаны с поразительной точностью. Некоторые из них напоминали современные медицинские инструменты, но, анализируя их состав, исследователи не смогли определить, каким образом они были изготовлены и для чего использовались. Эти находки ставят под сомнение традиционные представления о медицинских знаниях древних египтян. В 2005 году в Китае археологи нашли уникальный предмет – металлический диск с загадочными символами. Этот диск, вероятно, использовался как инструмент для астрономических наблюдений. Непонятные надписи на нем заставили ученых задуматься о его возможном предназначении. Несмотря на множественные исследования, понять функции этого артефакта не удалось. Другой важной находкой являются инструменты, которые были обнаружены в 2009 году в Перу. Эти предметы, сделанные из неизвестных материалов, имели уникальную форму, которая позволяла их использование для создания сложных узоров на камнях. Ученые предполагают, что они могли быть использованы в ритуальных практиках, но точное их назначение остается неясным. В 2012 году в Мексике археологи обнаружили артефакты, которые, по всей видимости, использовались для создания предметов искусства. Эти инструменты имели специальные насадки, которые позволяли создавать сложные рисунки на поверхности. Они были сделаны с невероятной точностью, что указывает на высокий уровень мастерства древних ремесленников. Также стоит отметить находки, сделанные в Индии в 2015 году. Археологи наткнулись на набор инструментов, которые могли использоваться в астрономии. Эти предметы, по мнению исследователей, были частью обсерваторий, созданных древними индийцами. Их сложная конструкция и применение различных материалов ставят под сомнение представление о технологическом развитии той эпохи. Каждая из этих находок подчеркивает, что древние цивилизации обладали невероятными знаниями и технологиями, которые до сих пор не разгаданы. Эти любопытные находки меняют наше представление о прошлом, открывая новые горизонты для дальнейших исследований. Ученые продолжают изучать эти артефакты, надеясь разгадать тайны, которые они хранят. Каждая новая находка обещает раскрыть еще больше тайн о древних культурах и их удивительных достижениях.